Я позволю абсолютно все. Ну ты сама напросилась. Счастливой охоты, Себастьян. Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. Жестокие игры 1999 года, Cruel Intentions, жестокие намерения. Драма о жестоких любовных играх режиссера Роджера Кэмпбелла. Сара Мишель Геллер, Риз Уизерспун и Райаном Филиппом в главных ролях. Фильм снят по мотивам французского романа конца XVIII века «Опасные связи» Лили Резон Dangereuse, написанного Шодерло де Лакло. Сюжет жестоких игр, построенный вокруг ревности, зависти, интриг и любви, завораживает. Мимо такой жгучей смеси эмоций сложно пройти в любом веке. Жестокие игры 1999 года, вероятно, одна из самых известных подростковых мелодрам. Благодаря участию в ней знаменитыми на следующий день проснулись Риз Уизерспун и Райан Филипп. Тебя надо развеселить. Мне весело. Сменим тему? Конечно. Ты улыбнулся? Нет. Нет? Да прекрати ты. Ничего, можешь смеяться. Обещаю, что никому не скажу. Фильм «Жестокие игры» не снискал положительных оценок критиков, но среди молодежи приобрел культовый статус. Картина со скромным бюджетом в 10 миллионов долларов собрала в прокате более 75 миллионов. К моменту выхода фильма литературное произведение экранизировалось уже 4 раза – в 1959, 1976, 1988 и 1089 годах. Грандиозный успех драмы подтолкнул ее создателей на продолжение истории. В 2000 и 2004 вышли вторая и третья части «Жестоких игр», не снискавшие популярности у зрителей. «Жестокие игры» получили 5 номинаций на премию MTV Movie Awards. Награду лучшей актрисе забрала Сара Мишель Геллер. Ты отказался от той, которую действительно полюбил, потому что это угрожало твоей репутации. Ты так и не понял? Ты игрушка, Себастьян. Моя любимая игрушка. А ее ты никогда не вернешь. Это самая печальная история на свете. Фильм «Жестокие игры», актеры и роли. Райан Филипп, Себастьян Вальмонт. Сара Мишель Геллер, Кэтрин Мёртли, сводная сестра Себастьяна. Риз Уизерспун, Аннет Хэнгроув, дочь директора колледжа. Сельма Блэр, Сесиль Колдуэлл. Шон Патрик Томас, Рональд Клиффорд, учитель музыки Сесиль. Луиза Флетчер, Эллен Роусман, тетушка Себастьяна. Джошуа Джексон, Блейн Таттл, друг Себастьяна. Кристин Барански, Банди Колдуэлл, мать Сесиль Колдуэлл. Эрик Мабиус, Грег МакКоннелл, любовник Блейна, друг детства Аннет. Суси Кёртс, доктор Регина Гринбаум, психотерапевт Себастьяна. Тара Рид, Марси Гринбаум, дочь психотерапевта Себастьяна, соблазненная им. Себастьян! Себастьян! Ты мне за это заплатишь, паршивец. Ты меня слышишь? Извращенец. Больной. Что это с ней? Да кто ты такой? Кажется, кому-то нужен психиатр. Мэм, Это тебе так не пройдет, запомни. приглашаю тебя пообедать. Пошли. Не верь ему, слышишь? Первоначально «Жестокие игры» назывались Cruel Inventions – жестокие находки или изобретения. Но на тестовых просмотрах публика стала жаловаться на то, что подобное название намекает на какой-то научно-фантастический фильм. После этого картина получила название Cruel Intentions – «Жестокие игры». После выхода фильма в 1999 году Риз Уизерспун и Райан Филипп поженились, но в 2008 году развелись. Картина снималась 36 дней. Несмотря на сжатые сроки, съемочная группа не страдала от недостатка материала. Более того, некоторые эпизоды были вырезаны из финального варианта ленты. Дизайнер костюмов Деннис Уэнгейт намеренно одевал Риз Уизерспун в одежду светлых тонов, чтобы та сильно контрастировала с Райаном Филиппом, постоянно одетым в темные цвета. Корсет Кэтрин, определенно один из самых запоминающихся нарядов в фильме, является попыткой связать современный с эпохой оригинального произведения. Рококо соседствует с костюмами от Дольче и Габбана. Насколько я понимаю, ты пришел взять с меня должок. В другой раз. Что? Я не в настроении. Но я хочу. А я нет.
Всего хорошего, дорогая. Роджер Кампбелл написал сценарий за 12 дней и выступил в качестве режиссера «Жестоких игр». Исполнительница роли доктора Регины Гринбаум Сузи Кёрцик сыграла мать Сесиль, мадам де Воланж в классической экранизации «Опасные связи» 1988 года. Поцелуй между Сарой Мишель Геллар и Сельмой Блэр входит в список 100 самых сексуальных сцен в кинематографе по версии журнала Entertainment Weekly. Интересно, что сексуальность жестоких игр передается практически без демонстрации наготы. Раздеться пришлось лишь Райану Филиппу, а вот актрисы даже в откровенных сценах частично, но одеты. Кэтрин по сценарию старше Сесиль, но в жизни актриса Сельма Блэр старше Сары Мишель Геллар на 5 лет. Во время съемок «Пощечины» Риз Уизерспун так вошла в роль, что действительно ударила Райана Филиппа. Реакция актера была естественной. Именно эта сцена и вошла в фильм. Первоначально сценарий Роджера Кампбелла имел другой финал. По нему героиня Риз Уизерспун не публиковала дневник Себастьяна, разоблачающий героиню Геллар, а шантажом заставлял ее играть в еще более жестокие игры. Но в какой-то момент Кампбелл решил, что это перебор, и изменил концовку. Кто здесь? Кто здесь? Вот так сюрприз. А ты знаешь, что твою музыку слышно в каждой комнате? Нет, только в твоей. Я думал, тебе понравится. Температура воды в сцене с бассейном была всего около 4,5 градусов по Цельсию. Риз Уизерспун подружилась на съемках с Сельмой Блэр и через 2 года пригласила ее в свой новый фильм «Блондинка в законе». Кристин Барански, снимавшаяся всего 3 дня, согласилась на роль только потому, что ее дочери были фанатами сериала «Баффи истребительница вампиров» 1997-2003 года, в котором Сара Мишель Геллар исполнила главную роль. Ближе к концу фильма Кэтрин говорит Роланду, что Себастьян ударил ее. Такая сцена действительно была снята, но была убрана после тестовых просмотров, чтобы зритель гадал, действительно ли он ее ударил или Кэтрин придумала это. Сидящий в инвалидном кресле и слушающий 9-ю симфонию Бетховена Себастьян – это отсылка к фильму Стэнли Кубрика «Заводной апельсин» 1971 года. В финале «Жестоких игр» Аннет разоблачает гнусную личность Кэтрин и уезжает на том самом Ягуаре Себастьяна под хит Bitter Sweet Symphony кумиров 90-х The Verve, унося с собой его дневник. Сестричка, ты вся горишь. Знаю. Ты уже дошел до цели? Уже вот-вот. Скажи, когда дойдешь. А пока лежать, малыш. Подожди. Фильм «Жестокие игры». Сюжет. Во время летних каникул сводные брат и сестра Себастьян Вальмонт, Райан Филипп и Кэтрин Мертей, Сара Мишель Геллар, питающие страсть к любовным интригам, заключают пари, объектом которым становится новая ученица колледжа Аннет Хенроуф, Риз Уизерспун, дочь директора колледжа, в котором они учатся. Известный своими любовными похождениями Себастьян обещает сестре соблазнить недотрогу Аннет, которая во всеуслышание заявляет, что свято чтит культ брака и собирается подарить себя только супругу и лишь после свадьбы. Если Себастьян соблазнит Аннет, то сможет претендовать на благосклонность Кэтрин. В противном случае он отдаст ей свою машину, дорогой Ягуар XK140. На счету Вальмонта десятки амурных побед, о которых известна и Аннет. Но со временем молодые люди понимают, что ради друг друга готовы отказаться от своих принципов. Увы, совсем ненадолго. Скажи честно, неужели я тебе безразличен? Нет. У меня есть к тебе чувства, Себастьян. Тогда что не так? Кажется, у тебя нет мужа. Может, ты невеста Христа? Не говори так. Почему мы не можем быть вместе? Сказать тебе правду. Да, я хочу знать. Рядом с тобой я теряю над собой контроль. Изящная, эмоциональная, поучительная подростковая драма, одна из лучших в своем жанре. Отличное кино о ложных ценностях, разложении богатых подростков, ошибках юности и, разумеется, о первой и такой важной искренней любви. Красивые актеры, играют они прекрасно. Райан Филипп и обладательница Оскара Риз Уизерспун, Сара Мишель Геллар, находившаяся на пике популярности после культового сериала «Баффи», и великолепно изображающая полную дуру Сельма Блэр. Развязанная стерва Геллар, наивная и чувственная Уизерспун, прекрасный тандем, лишь в одной сцене появляющиеся вместе.
Несмотря на простоватый замысел жестоких игр 1999 года, многие из нас и спустя 20 лет после премьеры с теплотой вспоминают об этом фильме и с удовольствием его пересматривают. Может быть, и вам пора вновь сыграть в жестокие игры. Я тебя люблю, Аннет. И я тебя люблю. Только не умирай.